Турция на грани. Протесты в Стамбуле и жесткий ответ властей. Арест Экрема Имамоглу, популярного мэра Стамбула и главного политического оппонента Реджепа Тайипа Эрдогана, спровоцировал волну протестов по всей Турции. Однако происходящее выходит за рамки борьбы за власть. Страна оказалась перед историческим выбором: продолжение курса на секулярное развитие или усиление националистической и религиозной модели управления. Тысячи людей вышли на улицы, выражая возмущение. Власти ответили предсказуемо: слезоточивый газ, водометы, задержания. Однако за этим хаосом прослеживается четкая стратегия. Арест Имамоглу может быть частью широкой кампании по ослаблению оппозиции перед грядущими выборами. Сценарий кажется знакомым. Напряженность нарастает, протесты перерастают в столкновения, что дает основание для ужесточения мер. После событий 2016 года, когда в стране прошли массовые репрессии, механизм борьбы с несогласными отработан до мелочей. Теперь под ударом могут оказаться новые политические силы. Международное сообщество ограничилось заявлениями и призывами к соблюдению демократических норм, но реальных последствий для Анкары не последовало. Турция остается стратегически важным игроком, и потому жесткие меры против оппозиции пока не встречают ощутимого противодействия извне. К чему приведет нынешний кризис? Если протесты не перерастут в долгосрочное противостояние, власти получат повод для усиления контроля. Однако, если недовольство нарастет, это может стать поворотным моментом для турецкой политики. Имамоглу уже не раз сталкивался с давлением со стороны властей. За несколько месяцев до выборов его отстранили от политики по обвинению в оскорблении судей, что совпало с попытками оппозиции объединиться вокруг единого кандидата против Эрдогана. Ранее, в 2019 году, после его победы на выборах мэра, партия власти добилась их аннулирования, но при повторном голосовании он вновь одержал победу. Теперь его арест снова вызвал острый политический кризис. Al-Monitor рассматривает этот шаг как потенциальную ошибку Эрдогана, способную спровоцировать дальнейшее усиление протестных настроений. А газета «Заман» сравнивает ситуацию с протестами 2014 года в Украине, указывая на массовые демонстрации у здания муниципалитета Стамбула. The Economist отмечает, что рост авторитарных тенденций в Турции может подорвать доверие инвесторов, что критично для экономики страны. Власти уже предпринимают экстренные меры для стабилизации финансового сектора, включая валютные интервенции и запрет на короткие продажи. Однако дальнейшее усиление протестов и жесткие действия властей могут привести к новым экономическим потрясениям. Если протесты продолжатся, последствия могут затронуть не только внутреннюю политику, но и экономическую стабильность страны. Вопрос в том, насколько власти готовы пойти на уступки или же предпочтут усилить давление. В любом случае, Турция стоит перед важным рубежом, и решения, принятые в ближайшие месяцы, определят ее политическое и экономическое будущее. Арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу и последовавшие за этим протесты в крупных городах Турции свидетельствуют о более глубоких процессах, чем просто политическая борьба за власть. Турция оказалась перед выбором между секулярной европейской моделью и курсом на неосманскую империю, основанную на национализме и исламизме. Арест Имамоглу выглядит как попытка устранить серьезного конкурента. Однако этот шаг вызвал массовые протесты, которые, вероятно, не были ожидаемыми в таком масштабе. В то же время Эрдоган обладает опытом преодоления политических кризисов и, скорее всего, заранее просчитал возможные последствия. Важно учитывать и экономический фактор. Турция переживает сложный период. Обесценивание лиры и рост социальной напряженности подталкивают людей к протестам. Хотя в последние месяцы наблюдалось некоторое улучшение ситуации, но арест Имамоглу вызвал новую волну нестабильности. Центробанк уже предпринял шаги для стабилизации валюты, но долгосрочные перспективы зависят от дальнейшего развития событий. В ближайшее время ситуация, скорее всего, разрешится. Не исключено, что Эрдоган инициирует внеочередные выборы, что даст ему возможность вновь баллотироваться на пост президента. Тем временем в Турции уже задержаны сотни протестующих. В Стамбуле и Анкаре произошли столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ.
Суд вынес постановление об аресте 91 человека, в том числе и самого Имамоглу, который отвергает обвинения, называя их политически мотивированными. Среди задержанных – представители бизнеса, политики и ученые. События в Турции продолжают развиваться, и их исход определит дальнейший вектор развития страны. Таким образом, политическая ситуация в Турции обострилась до предела. Президент Реджеп Таyyip Эрдоган оказался перед выбором – окончательно укрепить авторитарный режим или столкнуться с серьезной угрозой для своего правления. Для него нет варианта мирного ухода, слишком многое поставлено на кон. Хотя он еще не достиг уровня жесткости, характерного для Лукашенко или Алиева, но его стиль правления давно уже нельзя сравнивать с Виктором Орбаном. Политические лидеры, находящиеся у власти длительное время, неизбежно оказываются в системе, где важные решения принимаются не только ими, но и их окружением. Власть становится коллективной ответственностью, и любой неожиданный шаг может вызвать сопротивление со стороны элит, которые завязаны на действующем режиме. Поэтому в случае кризиса вопрос стоит не только в личных амбициях Эрдогана, но и в интересах тех, кто поддерживает его власть. Главная цель турецкого президента – оставить свой след в истории. Ему хотелось бы сравняться с Ататюрком, однако для этого требуется либо возглавить страну в момент ее глубочайшего кризиса, либо добиться значительных успехов в развитии. Первый сценарий маловероятен, а второго пока не видно. Экономические проблемы Турции усугубляются, уровень доверия со стороны международных партнеров снижается, а внутренняя стабильность под угрозой. Какой бы ни была дальнейшая судьба Эрдогана, глобальных изменений в отношениях Турции с соседями ожидать не стоит. Маловероятно, что новый турецкий лидер будет признавать исторические ошибки или пойдет на уступки в территориальных вопросах. Однако есть один важный фактор, который может повлиять на ситуацию – степень зависимости Турции от внешнего контроля. Если Анкара вновь окажется в поле влияния Запада, ее политика станет более предсказуемой. Эрдоган разрушил прежнюю систему сдержек и противовесов, но смена власти может привести к возвращению Турции в орбиту европейской политики. И хотя это не решит всех проблем, оно способно создать условия для большей стабильности в регионе. Отметим, что лидер турецкой партии «Националистическое движение», входящий в правящую коалицию с партией «Справедливости и развития» под руководством президента Реджепа Таyyипа Эрдогана, Девлет Бахчели выступил с резким заявлением в адрес оппозиции и ее лидера Озгюра Озеля. Он осудил недавние протестные акции, заявив, что их организаторы стали заложниками врагов Турции и слугами лжи. По его словам, лица, нападающие на полицию и использующие агрессивные методы, не имеют ничего общего с демократией. Бахчели подчеркнул, что защита республики для него – первостепенная задача. Заявление Бахчели можно рассматривать как отражение обострившегося внутриполитического противостояния. Вероятно, правительство будет стремиться заручиться поддержкой националистически настроенных граждан на фоне усиливающегося давления на оппозицию. Делитесь своим мнением в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе главных новостей мира и региона.